Ау-ау, всем привет! Кто здесь такой симпатичный? А это маленький детеныш, да? Класс. Сидит здесь в керамзитике и цветет своим первым цветочком. Сплат. Ой, красавчик. Девочки, рассматриваю свои несчастные две котлеи, купленные вообще в размере 0,00 там 1/10. Но это не у меня за 2 года. Я смотрю, там 24-й год на бирке. Они у меня подросли. Вот. Я решила, что мне все-таки надо освоить котлеи. И в 24-м году я прикупила 2 малыша. Так вот, этот малыш растет неплохо. Тут глиняный горшок и мох. Как он называется? А называется он вот так. Не знаю. В общем-то, смотрите. Вот эти два роста, вот этот и вот этот. Вот этот растет еще. Это мои. И сейчас я вам покажу. Тут где-то еще. Вон там вон, еще новый ростик идет. Короче говоря, просто мох и горшочек вот такой. Поливаю после полной просушки и оставляю в крышечке водичку. Так, это первое. Вторая вроде как и котлея, но вроде как и не котлея. Такая интересная. Я вставлю фотографии, как они должны цвести, когда вырастут. Кахузакара или Качузакара. Ну, наверное, я неправильно произношу. Джейрак Стар Баш Саншайн. Стар Баш. Что я, может, где-то я накосячила с названием. Но они вот одновременно... Это распродажи, девочки. Распродажа. 2 продажа. Короче, 2 распродажи. Потому что, понимаете, я за свой век угробила уже 3 котлеи. Первую мне, ну там, как бы сказать, угробила. Я раздала деленки от своей самой-самой первой котлеи. Даже не знаю, что это за котлея. Муж мне привез фласку. Представляете, привезти мне фласку из Тайваня, из аэропорта. Где-то там у них прям в аэропорту там, по-моему, на Тайване. Пролетом, проездом был. Увидел, что у меня есть 2 фаленопсиса. И купил фласку, думал, что, наверное, фаленопсис. Это оказалась какая-то непонятная котлея. И, в общем-то, она у меня росла каким-то, знаете, она мне напоминала, как вот максилярий. Прут, растут во все стороны. В общем, она у меня никогда не цвела, просто растила росты. Я уже ее и делила, и пересаживала. В общем, много архаманов, архолюбов имеют мою котлею. Но она вот чем-то, она двулистная была, чем-то похожа на вот эту вот Качузакару. Ну, не совсем такая, но похожая. Вот тоже по 2 листика у нее шло. Там толком и бульбы не было, были такие ростики. Ну, в общем, я с ней не справилась. Короче говоря, в итоге я последнюю деленку поменяла тоже на котлею, которую я не сохранила. И я решила, что я все-таки должна себя убедить в том, что я смогу. И я купила... А, еще я покупала еще там одну. Глаза джунглей. Не справилась. Развалились мои глаза джунглей, причем так хорошо росли, и в какой-то момент развалились. Я психанула, можно было оставить. Она, как знаете, как корни откинула, бульбы все высохли, надо было ждать весны, чтобы ее реанимировать, ну, в том плане, что оставить ее в покое, и она бы дала, возможно, новый рост, новые корни и отпилась. Но у меня случился психоз, и полетела мои глаза джунглей полетели в мусорное ведро. Хотя, девочки, вы писали, что Аня, остави в покое, не психуй. Ну, на тот момент у меня были уже вот эти 2. И, в общем-то, я никаких экспериментов над ними не провожу. Они просто тут стоят и под лампой 18 ватт растут. Так, что тут у меня еще? Так, деленка катасетума, вернее, клавезии, от которой я отделила вот это чудо-юдо.
еще молчит. Он там стоит на заднем плане, молчит. Мой подаренный альбовый Мауди, что там растит. Ну, не знаю, девочки, я в башмаках вообще не разбираюсь. Но жив, и слава богу. Лене спасибо, наблюдаем. Так, и я хотела вам показать, что у меня там... Сейчас я уберу вот эту клавизию. Ой, рост такой у нее жирный. Такой веер листьев. Мне, кстати, надо, девочки, достать... Я, конечно, обрызгиваю периодически от всяких вредителей. Их же любят. Если найдет его клещ, вот этого катасетума или вот этого, то пиши пропало. В общем, я недавно брызгала от вредителей, но сейчас надо мне найти... У меня где-то лежит запечатанный вот этот ошейник от блох. И можно порезать, и как вот девочки вешают на катасетумы, повесить. Я что хочу показать. Помните, мы все думали, кто это, что это, что это. Это такие цветоносы. И я вот решила вам показать, что они начали вот такое вот движение в сторону формирования уже бутонов. Мама дорогая, это очень интересно и замечательно. Спросите, Аня, кто это? Это катасетум. А почему я вам скажу катасетум? Потому что он начал цветение с невызревшей бульбы. Так поступают катасетумы. Но надо достать бирку и посмотреть, что это за катасетум. А это уже проблемка. Да. Ой, девочки, не буду дергать. Ну, короче, напишу вам и поставлю фотографию, кто этот красавчик, который решил меня познакомить вообще с удивительным миром цветущих морковок. В общем, я надеюсь, что я не накосячу, и он расцветет для меня и для вас. И я упаду в обморок от его красоты или не красоты. Кто ж знает, что там приехало, да? Это ж кот в мешке. Пока не цвел, откуда ж узнаешь? Ну так хорошо пошел. А вот этот молчит, ничего не выдает, наращивает корневую. Ой, в общем-то, сделаю вам позже подсъемочку. Но вот это, конечно, перо с жар птицы. Это просто невероятно. Уже больше второй полки. Ой, девочки, продолжает свое цветение вот этот прекрасный Леопольд. Это Ефон Леопард. Да? Голден Леопард. Ефон Голден Леопард. Ну, что мне не нравится, он выцветает. Вот по весне первые цветочки были очень яркие. И когда открывается, тоже яркие. А потом становится вот такой вот не очень-то красивый. Так что доращивает мой красавчик Хоткис цветонос. Ну и многие еще радуют и доращивают. Кстати, насчет фаленопсиса Патрик. У меня тут вот бутон усох. Чего-то он не потянул. Не знаю, может ему сухо там. Видимо, стало жарче и стало ему некомфортно. Вроде вылазит там неплохо. Еще влажно. Короче, девочки, на Фейсбуке разгорелся спор в одной из орхидейных групп. Девочки позаказывали Патрика. Я же зашла почитать, вижу, там жваво обсуждается вся ситуация. В общем, порасцветал у них бордовый красавчик. У кого-то вот так пилорчиком, у кого-то простачком. Но все-то пошли и купили Патрика. И вот все теперь сидят и чухают потылицу и думают, и что ж с этим делать? И так я прям смотрю, девчонки прям так разочаровались. Говорят, вот, покупаешь эти пилоричные орхидеи, отдаешь столько средств, несешь затраты, а по итогу имеешь, что имеешь. Ну, это вот я вам говорю, как вот садовники должны и продавцы, ну,
надо, чтобы была орхидея, если уже пилоричная, за такие деньги, она должна процвести у садовника. Ну, продавцу-то всех зацветать как бы проблематично, сколько места надо, но садовник должен ответственно подходить к такому моменту. Потому что, ну как так? В общем, мне прям взгрустнулось вместе с девчонками. У меня таких вариантов было масса. Вот один из них это всеми любимый НСК, да, НСК, орхид. И это всеми желанный Абель, господи. Прекрасно растет, адаптировался на ура. Нё, 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 вот так вот. Полюби меня такой, какая я есть. Вот от этой ничего не ждала, вот она так и цветет. И никому не обидно. Здесь, конечно, как заказала, так и расцвел. Смотрите, вот еще почку оживил. Тут еще свеженькие цветочки, хотя уже несколько месяцев цветут. Ну как свеженькие, но все равно в хорошем таком состоянии. И вот тут еще почечка ожила. Представляете, какой шикардос. Так что, хотя здесь очень жарко в этом углу. В общем, я уже даже девочкам думаю, девочки, может вам срезать цветонос? Кто там умеет от Патрика? Уже думала им написать. Думаю, срезать цветонос и хай чаклуют. Конечно, лучше, когда на орхидеи цветонос остается, и мазать цитокининовой пастой почки и ждать. Но можно угробить орхидею. Есть вариант второй, более с меньшей вероятностью, но с большей вероятностью, что орхидея останется в живых ваша. Если полностью срезать цветонос, разделить вот на такие кусочки. Вот так. То есть на каждом кусочке хотя бы должна быть одна почечка. Ну, можно на два. Вот здесь можно на два кусочка разделить. Так, раз, два, например. По две почечки. Засыпать срезы углем, как рекомендую. Это мне искусственный интеллект рекомендовал. Я прям забила, он мне прям все по полочкам рассказал. И взять контейнер с живым мхом, с влажненьким, и почками вверх, смазанными цитокининкой, положить на мох и сверху закрыть крышечкой. Вот. И возможно, что будут эти самые. Да, что-то он тут вообще решил все прекратить. А может и хорошо, пусть уже отдыхает. И возможно, что проснутся почки. Моя, кстати, вторая его подружка, которая бабочка, ой, как она называется, забыла. Постоянно забываю, мне вылетает название его подруги, которая точно такое же, только бабочка. Так вот, она продинамила меня, вырастила огромные листы и стоит на полочке и не цветет. Ну ладно. Хотя в прошлом году, не, в позапрошлом или в прошлом, какой-то год она цвела в жаркое спекотное лето. Думаю, может у нее там своя какая-то. Так, девочки, смотрю, уже один лист сняла, второй лист что-то желтит. Знаете кто? По-моему, это Афродита. Афродита, не чуди. Это пока вычухаешь их. Афродита. Я как-то сказала при ней, что зачем я тебя купила, так она обиделась. Надеюсь, что она придет в себя. Она вчера такая была пересохшая. У нее здесь немного мха. Здесь плагрон, половина горшка, потом немножечко мха. Но она один лист съела, теперь второй лист съедает. Ну, посмотрим. Ну, не захочет жить, значит не захочет. Знаете как, я так считаю. Если не хочет, то уже и не заставишь. Так что вот так. Пересадила свою пульчериму. Она вон цветонос выдала. Там тоже корневая такая сумасшедшая была. Я ее еле пристроила. У нее вообще, видите, как там внизу где-то, в общем, 3 этажа. 3 этажа. С ума сойти. Так. Потихонечку растем. Вот я не знаю, что мне с моей виолацеей делать. Она как-то так слишком, я вижу, у нее ни разу не цвела. Это виолацея индиго. Я так жду ее цветения.
Что-то ей здесь некомфортно, видать. Корень у нее такой тонкий, я поэтому ей сделала такой, знаете, мелкий субстрат. Ну, не знаю, посмотрю. Она очень быстро пересыхает. Еще надо подумать, как ее задобрить. Ну, листик вырастил, а то ж вообще помирала, сидела. Так, вот это ж моя красавица кружева Виктория, которую я засунула в плагрон. Давайте посмотрим. Да, кружева Виктория. Да, Виктория Лейс. Ну вот, корешок растет. И вот здесь корни просыпаются старые, и начинается новый рост корней. Вот корень растет. Корневой рост идет. Надеюсь, что потом и листики проснутся и пойдут расти. Ну, только вот один листик у меня вышел. Она у меня процвела. Умница, красавица по сорту. Гляньте. Бургунди разбудил почки. Он цвести надумал. Тоже скинул один лист. Я говорю, шо это вы, товарищи, вы должны сейчас наращивать листву. Моя бананарама. У нее такой интересный лист. Смотрите. Ну, короче говоря, растет. Растет, все нормально. Тоже сидела сиднем, ничего не хотела делать. Может, даст цветоносик. У меня многие орхидеи как-то не перестроились, фаленопсисы. И все как-то не приспособятся. И цветут не в межсезонье, вот конкретно это, когда все, а как-то летом в жару. Ой, красивый лист, прям такой богатый. Ну, будем ждать. Может, даст цветение в этом году, этим летом. Хотелось бы увидеть ее пышное цветение, а не то, что на прошлый раз мне выжила из себя 2 бутончика. Так, друзья мои. Ну и здесь продолжается цветение моего красавчика. Вы поняли, кто это? Самый такой крупный. Его надо пересаживать. Уже выпрыгивает из горшка. И смотрите, тоже ответвление на цветоносе растет. Ни одного цветка не сбросил. Юкидан, короче, вечно забываю. Ни одного цветка не сбросил. И вот оживил почечку. Вот. У нас уже вечер. Я решила немножечко поснимать видео, пойти на прогулочку. Тошка как кошка. Гляньте, у меня какой тут цветонос идет. Упасть не встать. Я что-то не смотрела. А кто это? Это не роза. Это другой благородный красавец. Скоро распустится. Так, а это вообще, говорит, выгорело. Ну, говорит, я ее ж пересадила. Ну, нормально сидит в этом, в бусинке. Они тут все почти практически в бусинках, но уже в таких больших бусинках. И здесь цветонос у нее, у этой дамы. Так, облетает моя бабулетка, но продолжает безобразничать. Вместо отдыха растит бутоны. Вот такая вот красота. И там тоже цветоносы, цветоносы, цветоносы. Постепенно из осенне-зимнего цветения. Но вот это прям вау. Ой, девочки, я же должна была сфоткать и отослать подруге своей, которая мне притащила эту красотку. Сейчас позвонила на днях. Говорит, Аня, мне подарили сваты орхидею розовую. И знаешь, что с ней делать? Забери. Я говорю, Наташа, имей совесть. Имей совесть и удели ребенку время. Одна орхидея у тебя в квартире. Ты можешь, говорю, уделить ей 15-10 минут времени в день. Говорю, имей совесть. У Ани уже некуда ставить. Я, говорю, не заберу, потому что, говорю, я тебя не буду жалеть. Тебе подарили, выхаживай. И не загуби. Она, ну так ты заберешь или не заберешь? Я говорю, я не заберу. Все, говорю, сваты обидятся. Это святое. Подарок сватов – это святое. Так что вот так. Все, девочки, всех обняла. Всем мирного неба и всего самого наилучшего. О, и пока с вами прощалась, увидела, что, смотрите, вот это вот, гляньте, что он делает. Это же Биглип Санта-Клаус. Уже весь выгорел, да? Вот весь уже выгорел. Так вот, смотрите.
разбудил 2 почки и собрался еще цвести. Не кинув даже еще здесь гроздь цветов, которые он вот всю зиму и вот, ну, наверное, с октября точно держит, ну, с ноября точно. Боже, это, наверное... Ну, давайте посчитаем. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. С ума сойти. И тут второй цветонос у него. Тут нету почек. Сумасшедший. И вы знаете, вот розетка-то небольшая. И вот я вам скажу, недавно смотрела видео девочки, англоязычные блогеры. И вот они про фаленопсисы говорили, что, говорит, вот у них такая дурь есть, что они могут цвести в урон себе. То есть они могут пропустить вот этот золотой шикарный период, когда такая лайтовые температуры, когда не жарко, вот по весне, когда нужно наращивать корни, когда надо наращивать листовую массу, они цветут как не в себя, и этим грешат фаленопсисы именно. И они просто себя истощают. То есть они истощают. Почему, девочки, я и подкармливаю их практически в каждый полив. И точно так же делает блогер англоязычный. Говорит она, говорит, я все свои орхидеи микродозой, но каждый полив подкармливаю. Потому что они себя, вот фаленопсисы, изведут. Но этим, по-моему, это не страшно. Тут вообще, смотрите, какие кусты. Ну, а вот, ну вот что это? Ну, растишь ты свой этот самый. То есть они неправильно перераспределяют свою энергию, свою силу, свой запас. Вместо того, чтобы сейчас перераспределить на рост корней и листьев, она вот это вот непонятно что растит, и она вот это вот решила быть красивой. Ну вот как это? Ну что вот, ну вот как, что с тобой делать? Санта, Санта, ты что-то перепутал. Тебе надо отдыхать и готовиться к новому Рождеству. Уже скоро, не за горами Рождество. А ты с ума сходишь. Так что, девочки, вот так вот. Так что майте на увазе. И правильно делают те, кто обрезают цветоносы. Хотя есть такие орхидеи, как дикий кот. В следующем видео вам покажу, что там у меня происходит с ним. И он, обрезай, не обрезай, он начинает будить все свои цветочные почки и цветет как не в себя. Но, кстати, я все заглядываю. У меня, помните, была здесь, вот она так и стоит, фаленопсис, которая, обалденно цвел у меня, как он, белый биглип с такой бордовой серединкой, панда. Девочки, в этом году не цвел, представляете? Не знаю почему. Ну, что-то не поймал перепад. Ну, растит листики. Может, он классно цвел на 2 цветоноса в прошлом году и долго держал эти цветочки. Ну, вот растет новый листик. Такой аппетитный, видите? Классный. Ну, я не обижаюсь. Смотрите, подписала наконец-то. Вчера уже прям взялась и прям вот так пришпилила на скотч. Purple Martin. Purple Martin тоже растет. Не цветет и хорошо. Он молодец. Вот видите, говорят, в плагроне мало листиков. Ну вот, растет в плагроне, наращивает листики. Говорят, что цветение плохое в плагроне. Ну, посмотрим. Кормить надо, наверное, чтобы они в плагроне хорошо цвели, да? Я думаю, что чаще давать удобрения. Но я соглашусь, что да, что в коре и в мхе они обильнее цветут. Все, девочки, все. Убегаю на прогулку. Там мне уже мои прогулы отмечают. Обняла.